Знаете, за годы жизни в Англии я стала слышать все чаще от англичан один комплимент: "You are so elegant". И мне всегда было интересно, что именно англичанин хочет сказать женщине, когда произносит эту фразу. Потому что для нас, женщин, выросших в другой культуре, элегантность часто представляется довольно конкретно. Красивое платье, каблуки, укладка. В общем, все то, что можно увидеть. А здесь я постепенно заметила совсем другую историю. Англичанин может назвать вас элегантной, даже если на вас нет ничего особенно демонстративного. Просто пальто, свободные брюки, спокойный макияж и все. И я как-то спросила несколько знакомых мне англичан: а что именно вы имеете в виду, когда говорите женщине "You are so elegant"? И оказалось, для них это вообще не только про одежду, а и про то, как женщина говорит, как двигается, как реагирует, как ведет себя с другими людьми. И даже про то, умеет ли она иногда просто помолчать. Мне стало интересно разобраться в этом коде. Сегодня я хочу разложить этот код английской элегантности на молекулы и рассказать, почему наши привычные попытки выглядеть дорого в глазах англичан часто выглядят дешево, и что на самом деле заставляет их восхищаться женщиной. Есть одно выражение, которое мне кажется очень подходящим для этой темы – try hard. То есть, когда видно, что человек слишком сильно старается. И вот это отношение к демонстративности в Англии довольно интересно, потому что в нашей культуре стараться выглядеть хорошо – это совершенно нормально. Если вы идете тем более на свидание, вы должны красиво одеться, сделать волосы, макияж, выбрать украшения. И это будет означать: мне не все равно, я сегодня должна выглядеть красиво. А здесь иногда происходит совершенно другая интерпретация. Если слишком заметно, сколько усилий вы вложили в образ, это может начать работать против вас. Слишком идеальная укладка, слишком много макияжа, слишком заметные логотипы, слишком сексуальный наряд. И дело не в том, что это некрасиво, просто возникает ощущение, она очень хочет произвести впечатление. А английская эстетика часто говорит совершенно обратное: мне не нужно вам ничего доказывать. Наверное, поэтому здесь так хорошо работает то, что можно назвать небрежной безупречностью, будто вы собрались за 5 минут. Хотя мы-то с вами понимаем, что иногда за этими 5 минутами стоят несколько часов приготовлений, а иногда и дней. И вот здесь я хочу рассказать вам об одной маленькой вещи, которая когда-то меня очень удивила. Я не знаю, слышали ли вы про правило 3 цветов в одежде. Я бы только немного уточнила. На практике это часто не 3 равноправных цвета. Это скорее 2 цвета и один небольшой акцент. Он может просто появиться в сумке, в обуви, в помаде, в шарфе. И все. И здесь мы возвращаемся к теме, которую уже обсуждали на моем канале. Почему в Лондоне так маниакально любят черный цвет. Помните? Черный – это не просто практичность, это идеальный холст, когда на вас качественное лаконичное черное пальто без лишних деталей, фокус внимания смещается с вашей одежды на вас саму, на вашу осанку, на то, как вы держите бокал, как вы улыбаетесь и как вы смотрите на этот мир. База британского стиля – это глубокие, благородные, природные оттенки – черный, графитовый, кремовый, хаки, глубокий синий и цвет овсянки. Такая палитра не режет глаз, она успокаивает и создает ощущение визуальной чистоты. Именно поэтому женщина в 2 спокойных цветах выглядит гораздо дороже, чем женщина, на которой очень много красивых вещей одновременно. А вам какой подход ближе? Спокойная гамма или вы любите, когда в образе много цвета? Есть еще одна вещь, которую я заметила здесь. В Англии очень ценится качество, которое не обязательно видно издалека. Хорошая шерсть, кашемир, плотный хлопок, шелк, кожа и особенно то, как вещь сидит. Можно купить очень дорогую вещь и выглядеть в ней совершенно обычно. А можно купить простое пальто, и вдруг весь образ меняется. Плечо, длина рукава, длина пальто, посадка.
И здесь я бы тоже не стала связывать элегантность напрямую с деньгами, потому что дорогая вещь и элегантная вещь – это не одно и то же. А вам что важнее, бренд или качество? Я, например, с возрастом все больше склоняюсь ко второму. Но одежда – это все-таки начало, потому что можно надеть идеальное пальто и совершенно не выглядеть элегантно. И вот здесь начинается самое интересное. Мне кажется, в Англии элегантность очень сильно связана со спокойствием. Не суетиться, не перебивать, не пытаться заполнить собой все пространство и особенно не бояться паузы. Для человека из нашей культуры тишина в разговоре иногда может быть довольно неловкой. Мы сразу думаем, что случилось, почему они молчат, я им не интересна. А здесь человек может просто сидеть, пить кофе и молчать, и это нормально. Но вот здесь я сама иногда задаю себе вопрос, где заканчивается элегантная сдержанность и начинается просто холодность, потому что это, мне кажется, имеет очень тонкую границу. Можно не быть навязчивым, и это прекрасно. Можно дать человеку пространство, что тоже прекрасно. Но можно настолько привыкнуть ничего не показывать, что рядом с вами человек вообще перестает понимать, что вы чувствуете. Не показываете ли вы свое безразличие? И вот здесь я не уверена, что существует универсальный ответ. Есть еще одна английская вещь – банта, легкий сарказм или самоирония, умение пошутить и не принять каждую шутку на свой счет. Вот что это такое. Когда вы сталкиваетесь с этим первый раз, это иногда совершенно сбивает с толку. Человек говорит вам что-то довольно колкое, вы думаете, он меня обидел, а он просто улыбается и ждет вашего ответа. Если вы умеете ответить ему с юмором, вы уже понимаете правила этой игры. Мне кажется, это тоже часть элегантности. Не обязательно быть самым остроумным человеком в компании, но уметь посмеяться над собой, не обижаться на каждую мелочь, а иногда и ответить одной короткой фразой вместо 10-минутного объяснения. И если собрать все это вместе, я бы сказала, что английская элегантность – это не только про то, что на вас надето, она про то, как вы себя преподносите. Вам не нужно никому ничего доказывать. Вы можете быть красивой, но не обязаны постоянно демонстрировать свою красоту. Вы можете быть интересной, но не обязаны говорить без остановки. Вы можете быть женственной, но не обязаны быть удобной. И, наверное, самое главное, вы не пытаетесь занять собой все пространство. Вы просто в нем присутствуете. А теперь давайте снимем маски и поговорим о том, почему английские мужчины на самом деле панически боятся одних женщин и боготворят других. Британский мужчина по своей природе генетически запрограммирован избегать драмы. Яркая, слишком экспрессивная женщина, которая требует к себе постоянного внимания, для него это ментальная катастрофа. Элегантность для англичанина – это синоним психологической автономии. Это женщина, которая транслирует «мне хорошо с тобой, мой мир полон, интересен и устойчив. Ты можешь стать его частью, но ты не его центр». Элегантная женщина никогда не соревнуется с мужчиной и никогда перед ним не выслуживается. Она не пытается купить его внимание сверхсексуальным нарядом или идеальной покорностью. Она держит дистанцию. И вот эта легкая, едва уловимая эмоциональная отстраненность действует на британцев как самый мощный магнит. Но давайте будем честны, наш менталитет часто диктует нам совсем другие правила. Нас учили, что нужно выжимать максимум. Если краситься, то ярко. Если бренд, то чтобы логотип был видно издалека. Если мужчина нравится, нужно окружить его заботой 24/7. Поэтому я хочу задать вам только один вопрос. Не 3, не 5, а один. А вы, живя в Англии, остались верны своим привычкам в одежде, в поведении, в отношении к себе? Или Англия все-таки постепенно вас изменила? Может быть, вы тоже стали so elegant?